Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Заканчивается ноябрь, и я сегодня вам расскажу, как я обрезаю розы, как я укрываю розы, которые растут у меня в теплице. Меня часто спрашивают и просят, чтобы я немножко рассказал о розах, которые именно растут в тепличных условиях. Несмотря на то, что я нахожусь в Московской области и в открытом грунте на улице у меня розы прекрасно цветут и растут, и я вам много роликов об этом показывал, и про уход, и как посадить, и как обработать, как обрезать, как укрыть, все эти ролики есть в моем канале. Но я в том числе еще выращиваю розы, помимо того, что в открытом грунте у меня растут, в том числе и в теплице. И я вам тоже этот процесс показывал, как я их сажал, как за ними ухаживал, и показывал, как они цветут. Дело в том, что розы, посаженные в теплице, развиваются и цветут в моих условиях примерно в 2 раза лучше, чем розы, которые растут в открытом грунте. Они начинают раньше цвести, у них более высокие стебли, побеги, более крупные у них соцветия, бутоны образуются. И они, конечно, выглядят очень и очень декоративно. И, конечно, многие мне зададут сразу вопрос, а зачем тогда выращивать розы в теплице, если и они на улице хорошо себя чувствуют, прекрасно цветут и растут. Ну, на это у меня есть 2 причины, почему я сажаю розы в том числе и в теплице. Первая причина – это польза от роз, конечно. Теплица насыщается запахами, ароматами, заходить приятно. В том числе розы привлекают и насекомых, опылителей, пчел, шмелей, других насекомых, которых вот в моих условиях, честно говоря, сейчас не хватает из-за плохой экологии. И вот эти вот красивые, яркие цвета, бутоны, которые растут у меня по углам теплицы, практически в каждом углу, в каждой теплице у меня растут розы, они привлекают насекомых. То есть это полезно. Плюс аромат, фитонциды, которые выделяют это растение, они полезны для человека и для растений, которые в том числе растут у меня в теплицах. А в теплицах у меня растут, ну, как правило, те же самые томаты, огурцы и другие растения. Перцы, в общем, все я вам показывал неоднократно в своих роликах, что у меня кроме роз растет в теплицах. И вторая причина, по которой я сажаю розы, это просто красиво, это декоративно. Дело в том, что развиваются они намного красивее раньше, и цветут раньше, и развиваются лучше, и вообще это просто красиво. Заходишь в теплицу, и тут такая красота. Поэтому не одними огурцами и помидорами сыт человек, но еще и требуется какая-то эстетическая составляющая, когда вы заходите в теплицу, и настроение у вас сразу поднимается. Сегодня я вам покажу сейчас, как я розы в теплице обрезаю и как я их накрываю 2 способами. Ну а перед розами не могу не показать вам вот эту красоту, которая до сих пор у меня цветет. Это хризантема шаровидная, мультифлора, она укрыта у меня 2 слоем агроспана. Посмотрите, какая красота. Конец ноября, Московская область. На улице у нас уже был мороз ночью, минус 10 градусов. А здесь у меня вот такая вот красотища. Понемногу срезаю и заношу домой для красоты в вазу. Перейдем к главному герою сегодняшних съемок. Это роза, чайно-гибридная роза. К сожалению, я не знаю, утеряно название сорта. Очень красивая роза. Сейчас я ее буду обрезать. Высотой она сейчас примерно, ну, около 1,5, даже больше, наверное, 1,70 м, вот так примерно, мощный очень куст. Сейчас я вам покажу, как я его буду обрезать. Роза колючий кустарник, поэтому руки я, естественно, защитил перчатками и взял хороший секатор. И начинаю снизу выбирать побеги, которые отросли. Принцип такой. Я удаляю все засохшие, больные. Например, вот такие вот побеги, видите, высохшие, их, естественно, удаляем. Тонкие побеги я тоже из середины куста вот такие вот вырезаю. Побеги, смотрящие внутрь, в центр куста, также я удаляю. Вот видите, вот такие, естественно, надо побеги удалять. Все побеги я обрезаю примерно на одной высоте. Это примерно около 30
40 сантиметров. Вот такая высота обрезки для чайной гибридной розы. Еще хочу вам дать один такой полезный совет или лайфхак, как сейчас модно называть. Вот что делать со стеблями роз, чтобы они быстрее перепрели, перегнили, если вы их отправляете на компостную кучу. Вот если такими целиковыми стеблями прям все покидать, то они будут очень долго перегнивать, а также представляют из себя опасность, потому что они покрыты шипами. Ну, если на такой стебель, допустим, наступить летом голой ногой, то, конечно, будет очень и очень неприятно. Поэтому, чтобы быстрее такие стебли перепрели и перегнили, их можно сразу же порезать на маленькие кусочки. То есть, если у вас есть время, вы можете поработать садовым измельчителем, прямо не отходя от места обрезки роз. Конечно, это дополнительное время, но если у вас немного роз, то этот способ очень и очень хорош для того, чтобы сразу и утилизировать стебли роз. Вот таким способом измельчается. И вот в таком виде кусочки стеблей гораздо быстрее перепреют. Конечно, если у вас есть садовый измельчитель, то это вариант еще более лучший. После обрезки сразу же немного окучиваю, на высоту примерно около 10 сантиметров. Вот здесь земля уже промерзшая. Беру землю с другого края. Вот так, чтобы защитить место прививки, делаю окучивание обычной землей. Ну вот смотрите, как после обрезки выглядит кустик розы. По такой же технологии я обрезаю и розы, растущие в открытом грунте. Об этом я вам уже показывал и рассказывал в своих предыдущих роликах. Теперь покажу, как я этот кустик розы укрываю. Для роз я обычно использую старый агроспан. Он уже в некоторых местах пришел в негодность, продырявился. Агроспан 60 плотности, можно использовать также и 40 плотности. В несколько слоев я его сложил и вот так вот сверху розочку укрываю. Вот таким образом. Ветра в теплице нет, ничем не нужно прижимать. Вот так роза и остается. Это первый вариант, первый способ укрытия роз, который я использую в теплице. Второй вариант укрытия, также очень надежный способ. Это, как вы видите, с обрезанным дном пластиковая 20-литровая бутыль для воды. Вот таким образом накрываются розочки. Под таким укрытием розы очень хорошо зимуют. Вот обратите внимание, что сверху у меня не надето никакой пробки на бутылку. Это и не нужно. Все-таки розе нужна еще зимой и вентиляция, доступ свежего воздуха. Если под агроспаном розы укрытые, агроспан имеет пористую структуру, воздух туда хорошо попадает, то пластиковые бутыли, соответственно, более герметичный, и воздух туда может попадать только через отверстия, которые вы либо сделаете сами в боках, либо просто не нужно закрывать сверху такую бутыль пробкой. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания роз в ваших условиях. Хорошего вам цветения, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые ролики. И можете поставить лайк, если это видео вам понравилось. Всего вам хорошего.